Друзья, всем привет! Вот представьте себе такую ситуацию. Лето, жара, в гараже духота, пекло, он раскален как сковородка. И вы там потихонечку работаете. И чтобы не подохнуть от жары в гараже, ворота открыты. Вы там ковыряетесь либо под машиной, либо где-нибудь в районе верстака. И занимаетесь своими делами. И тут внезапно происходит примерно следующее. Кто-то проходит мимо и видит, что у вас лежит в гараже очень красивая штуковина. И происходит следующее. Оба! И любимого инструмента у вас больше нет. Вы либо не заметили, либо не успели среагировать. Ну, короче, у вас спионерили что-нибудь дорогое, качественное и интересное. Согласитесь, не очень приятное развитие событий. Так, возвращаемся как было. Рука моя, болгарка тоже моя. Кстати, очень классная болгарка. Она мне очень нравится. И если у вас будет желание, в одном из следующих выпусков я сделаю обзор этого замечательного инструмента. Так, короче, у меня есть решение для того, чтобы и в гараже было достаточно прохладно, чтобы можно было в жару открыть гараж, впустить свежий воздух, и чтобы было не так тяжко работать в раскаленной сковородке. И одновременно, чтобы у нас не воровали вещи, которые у нас лежат недалеко от выхода из гаража. Сейчас все покажу. Итак, встречайте. Для решения проблемы с воровством, ну или для того, чтобы кто-то из местных алканавтов не захотел внезапно прийти в гости без предварительного согласования и без записи на аудиенцию, я сделал вот такую вещь. По периметру профиль 20 на 20, толщина стенки 1,5 мм. Перекрестие по центру профиль 15 на 15. Ну и сварная карта. Сварная карта 100 на 100 миллиметров. Лучше, конечно, использовать 50 на 50, но в тот момент, когда я это все делал, такого профиля поблизости от меня в продаже не было. Все сделано на сварке. Сварная карта прочно и надежно приварена к основному профилю. Сделаны петли. И эта штука будет вместо воротины, ну, как москитная сетка. Петли сделаны из старых втулок от классических амортизаторов. Плюс какой-то болт или арматурин, уже не помню. И все это хозяйство приварено к стойке ворот, ко внешней стойке ворот. Вот, это тоже втулка от амортизаторов. Смысл в том, что при открытой воротине эта решетка ставится вместо нее, фиксируется замочком изнутри, и все. И дальше уже вытащить из гаража методом схватил и убежал, больше ничего невозможно. Так, еще один момент. Но это уже из разряда паранойи. Вот здесь вот я сделал вырез, так чтобы эту решетку можно было снять, только распахнув ее наружу. Ну, давайте я сейчас ее поставлю на законное место и покажу, как это выглядит в реальности. Кстати, решетка получилась достаточно легкой, не знаю, килограмм, наверное, 10 в общей сложности. И ее монтаж не составляет никаких проблем. Все, вот я ее беру одной левой рукой. И не сказать, что прям очень сильный, но эта задача вполне для меня осуществима. В одиночку, даже с камерой в руке. Так, вот он, вырез в верхнюю стойку входит. Дальше мы ее вставляем вот так вот сверху. Так,
И помогая ногой, вставляем снизу. Ну, сами понимаете, что вот так. Так. Раз. И практически готово. Ну, сами понимаете, что когда в руке нету стабилизатора с камерой, все происходит гораздо проще. И не нужно вот таким образом мучиться. Так, теперь смотрите. Снять решетку можно только в том случае, если она открыта. А открыта она может быть только тогда, когда внутри нет замка. Ну, собственно говоря, и все. Вот мы ее закрываем. И получается вот такая конструкция. Воротина открыта. Решетка не позволяет пройти, либо вытащить из гаража что-нибудь ценное. Вот она, та же самая болгарка. Видите, все. Ее невозможно вытащить наружу. Повторюсь, сварная карта 100 на 100 мм из проволоки 3,5 мм. Если сделать сварную карту 50 на 50, она будет вот так и вот так, то изнутри гаража невозможно будет вытащить вообще ничего, потому что рука взрослого человека туда не пройдет. Сейчас покажу изнутри, как это выглядит и как это запирается. Давайте войдем в гараж. Запорное устройство выглядит вот таким образом. Оно да нельзя примитивно, я его, наверное, доработаю когда-нибудь. Ну, пока оно работает должным образом. Вот мы вошли в гараж. Закрыли. У меня есть вот такой вот замочек от почтового ящика с ключом. И делаем следующим образом. Вот так вот. Раз. Замок я повесил. И защелкнул. Все. Ключик вот он. Он у меня в кармане. И все, больше эту решетку уж никто не сможет открыть. Меры пожарной безопасности соблюдены, потому что данная конструкция ничем не отличается от просто закрытой воротины. Ну, соответственно, когда я захожу в гараж, я закрываю калитку, и больше уже меня никто не беспокоит. При этом замечательно циркулирует свежий воздух, в гараже становится гораздо прохладнее, и можно работать уже в более комфортных условиях. Так, ну еще один важный момент. Вот в таком исполнении это антивандальная решетка. Давайте еще раз покажу, как крепятся петли. Видите, петли крепятся к самому краю стойки ворота. В таком варианте эта решетка абсолютно не мешает закрывать воротину. То есть стоит решетка, не стоит, закрыта, она открыта. Вы всегда можете сделать вот так вот. Взять и гараж закрыть. Вот. Поэтому ее можно не снимать, не демонтировать, просто брать и закрывать внешнюю воротину гаража, и ничто вам мешать не будет. То же самое летом в жару приходите, открываете верхнюю воротину, и та-дам! Уже никто не сможет ничего у вас спереть или не сможет прийти в гости без желания хозяина. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, критикуйте.
предложения предлагайте. Всегда рад конструктивному общению. Всем спасибо, всем мир и пока-пока.